Итак, всем привет! Сегодня мы продолжаем наше приключение «Рудники Фанделвера». И сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях новых игроков. Это Тёма и Даня. Да, с Всем нами привет. еще Сергей, да, который был с нами на прошлой игре. Все прекрасно помнят. Давай тогда, Сереж, начнем с тебя. Ты расскажешь всем, что с тобой приключилось. Прям можно коротко в 2 словах, да. А потом тогда ребята тоже расскажут, что было с ними на, скажем так, нулевой сессии, да. Это будет как их предыстория, их персонажей. И посмотрим тогда, что же будет дальше. Итак, мы начинаем. Та-дам! Рассказывать от чего? Сотворение мира или от чего-то более конкретного? Ты знаешь, ты можешь просто коротко в 2 словах сказать, куда ты шел, откуда шел, что с тобой приключилось. Потому что ребята, например, они не смотрели предыдущие наши игры, просто чтобы они понимали тоже, что происходило. Значит, меня выбросило изначально на берег. Вот, я шел искать своего вождя, своего племени, телохранителем которого я являлся. Мне сказали, что он находится где-то в этих краях, типа в районе Темнолесья какого-то. Вот, но корабль потерпел крушение, меня выбросило, а я пошел искать, соответственно, какие-то варианты, чтобы заработать денег и минимальной какой-то экипировки найти для себя. А в результате я встретил путников, которые, соответственно, шли выполнять задания. Задание по доставке, значит, снаряжения для шахт из точки А в точку Б. Вот. И, соответственно, я пошел с ними. Но по дороге приключилось несчастье, то что наш заказчик, значит, попал в засаду к гоблинам. И мы пошли его вызволять. После неудачных некоторых боев в пещере мы все-таки ее зачистили вдвоем доблестно. И, значит, что-то налутали некоторого снаряжения, и у нас весь хабар, который был там с похищенным караваном, про который мы позднее узнали, был в этой пещере. Мы забрали свою повозку, которую надо было доставить. И, значит, отправились в пункт назначения. Прибыли в пункт назначения, и там как раз нашли хозяев каравана, которые бы нашли пещеры, вот эти вот различные припасы. Вот, и насколько я помню, мы договорились, значит, с хозяином каравана, то, что он нам даст супер-убер волшебную секиру. Вот, соответственно, за то, что мы ему скажем, где все это находится. И у нас сессия закончилась на том, что, значит, вот этот хозяин похищенного гоблинами добра нашел лошадь, нашел, как забрать это дело, и все, на этом сессия закончилась. Итак, да, мы сейчас остановились на том, что ты, Яргус, отправляешься на повозке, которую для тебя раздобыла хозяйка магазина «Львиный щит», за ее припасами в пещеру, да, в которой вы как раз убили всех гоблин. Ребята, тогда давайте расскажите, что было с вами, что с вами приключилось, как вы встретились. Давайте я начну. Ну, ты начинай. Как я оказался вообще? Я Юанти, получеловек, ползмея, из своего дома, из лесов Чульта. Там началась эпидемия,
так как мой персонаж не совсем честный, он решил на этом заработать. Он решил найти такие вещества, которые могут быть похожими на лекарство от этой болезни, но самим лекарством не являться, а решил найти эти вещества и потом продавать. Спустился в подземелье, но там его похитили элитиды. Целый год он существовал, так скажем, в их колонии. После определенного происшествия там ему удалось выбраться из этой колонии, но элитиды успели поместить в моего персонажа, его зовут Нахт, личинку элитида. Через некоторое время Нахт выбрался из пещеры, но оказался уже совершенно на другом конце континента, близ лесов Невервинтера. Там он встретился с Селином. Точнее, не встретился, так как Нахт находился в весьма плачевном состоянии, практически на грани смерти, Селин его спас, отнес в свою избушку. Так он встретился с Селином. Селин, давай ты про себя сам расскажешь. Да, хорошо. Я Фирболк, мое имя Селин. Я поклоняюсь богине Луны. И в одну из темных ночей я решил выйти прогуляться. Луна подсказала мне, что этой ночью, возможно, кто-то умрет. И во время своей прогулки я наткнулся на небольшую пещерку, где я, собственно, и нашел Нахта. Я оттащил его в избушку, по факту вылечил его, спас, после чего, собственно говоря, к нам явился гонец из города Невервинтер, который приехал с довольно важным поручением. Его задача была уговорить меня поехать в Невервинтер и поучаствовать в расследовании одного из довольно серьезных дел. Я, собственно говоря, данное предложение принял и заодно взял с собой Нахта. После довольно долгой дороги до Невервинтера мы повстречались с, собственно говоря, владельцем данного города, тем, кто им заправляет. Дагульный Рембер. Да, Дагульный Рембер. Он частично нас ввел в курс дела, а именно в Невервинтере, в одном по факту из самых защищенных районов города. Это по факту центр, это район защитника, герой-защитника. В нем пропадали люди. Любые экспедиции, что пытались данное дело расследовать, либо без вести пропадали, либо же вот как единичный случай было найдено тело, с которым мы впоследствии работали. Ты помнишь? Делвин Фернхард. Это было имя, собственно говоря, этого единичного исключения, которое не пропало без вести, как все остальные. Мы расследовали данное дело, изучив это тело. Также мы поговорили с сестрой погибшего. Это Кевари Фернхард. Опять же, узнали немного информации. И рядом с трупом Делвина был обнаружен глаз, который, собственно говоря, передан нам.
Мы данный глаз немного изучили, и Нах нашел записку, после прочтения которой данный глаз по факту активировался и своим светом привел нас к развалинам старого замка. Собственно говоря, мы с Нахтом спустились в это подземелье и начали его зачистку, однако у нас возникли некоторые проблемы. Да, и, к сожалению, последнее, что вы помните, это то, что Нахт, стоя посреди вот этой, ну, это скорее какая-то канализация, да, какая-то, такие сточные воды, посреди сточных вод он стоял по пояс в воде, сражался с какой-то неведомой жидкостью. Это что-то вроде элементаля воды, да, такое вязкое, она тебя схватила. К сожалению, у тебя против нее не было шансов. Вот. А в то время, пока ты сражался с ней, Селин оборонялся от полчищ зомби, да, которые настигали вас в соседнем проходе. Да, это последнее, что вы вдвоем помните. Надолго перенесемся в окрестности деревеньки Фанделен. Там, где Яргус отправляется на предоставленной ему повозке за товарами, которые похитили гоблины, а Яргус, он нашел эти товары, да, и освободил, скажем, от гоблинов. Ты отправляешься возвратить припасы ее владелице, торговцу лавки «Львиный щит». Твоя дорога проходит достаточно спокойно до этой пещеры. Ты как можно ближе стараешься припарковать эту повозку. Ты спешиваешься, проходишь до входа в пещеру, заходишь в нее, осматриваешься слегка, так осторожно, помня о том, что гоблины до сих пор могут вернуться сюда. Ты проходишь к тому месту, где ты в последний раз видел припасы. И здесь, на этот раз, кроме тех припасов, о которых ты думал, тебя встречают странные два существа. Пока они лежат без сознания. Один из них очень высокого роста, около 8 футов, с ушками, с посохом. А второй, ты видишь, что краска на его челе слегка стерлась, там видны змеиные чешуйки. Во всем остальном он, в принципе, похож на обычного человека. За исключением того, что у него кожа оливково-коричневатая. Глаза его сейчас закрыты, все они мирно спят. Что ты будешь делать? Я постараюсь, я такой осматриваю этих товарищей, вот, пытаюсь понять вообще, откуда они тут появились и в каком они, собственно говоря, состоянии, вот. Бросай проверку медицины. Давай. Так. 14, все, я медик от бога. Да, тебе твоих знаний в медицине вполне достаточно. Ты осматриваешь их, прощупываешь пульс, ты понимаешь, что оба они живы, просто они какое-то время находятся в каком-то восстановительном сне, наверное. Селин и Нахт, вы медленно просыпаетесь. Вы приходите в себя. Вы осматриваете, все ли с вами в порядке. У вас, за исключением того, что у вас у обоих немного болит голова, вы чувствуете себя вполне неплохо.
Вы чувствуете, что вы слегка удивлены, потому что по вашим всем расчетам вы должны были быть уже мертвы к этому времени. И даже если вас не съели зомби и не уничтожили, не утопили элементаля, то наверняка вас постигла бы какая-то страшная участь в логове тех культистов, которых вы как раз шли обнаруживать и искать. Вы осматриваете себя, и каждый из вас в кармане находит по высушенному глазу, которые обернуты в клочок бумаги. У вас эти экземпляры совершенно одинаковые. Если вы развернете этот лист бумаги, вы можете прочесть: вас вернули к жизни милостью шепчущего, и теперь вы одни из нас. Это все, что там написано. Встретились? Что вы будете делать? Я очень настороженно с секирой наготове пытаюсь узнать у товарищей, какого художника потерял Россия и откуда они здесь появились. С непонимающим видом встаю на ноги, читаю эту записку. Господи, какой долг. Смотрю на глаз. Это такой же глаз, как был в прошлый раз? Да. Отлично. Только теперь у вас по одному. Отлично. Осматриваю себя и обращаю внимание на существо, которое я вижу перед собой. Это... Кого я вижу? Ярус, Я орк. опиши себя. Опиши себя, как Я- ты выглядишь вообще. Ну, не просто ты орк, а вообще, что видят перед собой ребята. Я орк в кожаных доспехах, вот, как положено, высокий, накачанный темно-серого такого, темно-серо-зеленого такого непонятного оттенка, зубастый в пирсинге. Вот. И, собственно говоря, такой в шрамах достаточно хорошо покоцанный. Вот. В общем, я стою со злой миной, с секирой наготове и, соответственно, спрашиваю вас, кто вы и что вы здесь делаете? Тут вас не было. Мы сами не знаем, что мы тут делаем. А вы кто такой? И вообще, мы тут эту пещеру зачищали, и тут как бы наш хабар. Если вы надеетесь поживиться, ничего у вас не получится. Да мы и не чуть планировали. умерли. Очень странно, но во всяком случае, когда мы зачищали пещеру, вас тут точно не было. Нас тут точно не было. Я смотрю на Селина. А кто из них выше? Ну, смотри, Яргус, ты какого роста ты? Напомни, пожалуйста. Ну, я думаю, что... Только у меня нигде этой информации нету. Высокий. Условно. Ну, допустим, около 6 футов. То есть Селин выше. Ну, то есть отлично. я выше, окей. Я поднимаю... так небрежно отворачиваюсь, обращаюсь к Селину. Так, теперь у нас есть глаз и долг. Что мы с этим будем делать? Для начала нам нужно понять, где мы. Я Где мы? встаю и задаю Яргусу вопрос. Не могли бы вы сказать, где мы сейчас находимся? Это пещера, в которой жили гоблины, волки, и которую мы зачистили. Мы сюда сами случайно забрели, когда выполняли свое задание. Здесь недалеко есть населенный пункт. Вот, собственно говоря, если вам нужны там припасы или еще что-то, то можете направиться в ту сторону. Я Как пока не далеко помню я от показываю Невервинтера. куда, соответственно. Вот. Ну, если
Ну, то есть, если хотите путешествовать, то могу предложить, что составьте компанию, потому что вместе будет веселее, потому что мои путники куда-то что-то немножко рассосались. Вот. Но этот хабар, это уже моя задача. Как далеко мы находимся от города Невервинтер? Ну, в общем, если пешком, то это вам пару дней пути. А что вы, собственно говоря, там забыли, господа? Яргус, ты помнишь то, что тебе казалось, как будто ты спрятал достаточно надежно все трупы, которые лежали в этой комнате? Но, видимо, либо трупов было слишком много, либо они были слишком массивными. По крайней мере, тебе все эти ящики в прошлый раз казались, как будто они действительно, ну, гораздо больше, да, и которые они способны спрятать все это безобразие от чужих глаз. Однако, Селин и Нахт, вы замечаете, что, хотя Яргус такое говорит, ну да, мы пришли тут за добром, и все в порядке, все зачищено, вы ощущаете такой достаточно тошнотворный запах какого-то гниения. Ну, это гоблины, вы знаете, как они пахнут. Слегка мерзко, да, они не очень любят блюсти гигиену, мягко скажем. Вы замечаете... Ну, здесь, во-первых, очень много коробок, разных бочек, ящиков, которые стоят по этой комнате, мешки какие-то, да, какие-то переполненные. Вы видите сундук, но крышка его откинута, и содержимого уже давным-давно там нет. Что из-за бочек видны какие-то волчьи лапы, какие-то конечности гоблинов, которые видно тут и там, они тоже и выглядывают так из-под этих коробок. Я вижу, вы сильно за миром пришли. Осматривая это все и так взглядом указывая на части гоблинов и волков. У нас как бы не было особо вариантов. Вот, они нас хотели съесть, но мы как бы не очень хотели, чтобы они нас съели. Поэтому вот как-то так получилось, да. В планы не входило. Точнее, не все входило в планы. В общем, да. Заруба была знатная. Мы тут сами чуть не скопытились. Но, тем не менее, все прошло более-менее ничего. Поэтому вот мы сейчас здесь и, собственно говоря, не планируем останавливаться. Поэтому, если у вас нет других каких-то замечательных дел, могу предложить вместе попутешествовать. Ну, сейчас я планирую забрать весь этот хабар, вот, и отвезти его владельцу, за что получить награду. А дальше, собственно, как пойдет, потому что пока не совсем понятно, чем я буду дальше заниматься, но я думаю, что какие-нибудь приключения мы обязательно в свою голову найдем. Я оборачиваюсь к Нахту и вопросительно на него смотрю. Как бы... Сейчас нам в любом случае надо выйти из этой пещеры. Здесь нам делать точно нечего. Тут, я как понял, у него есть повозка. Мы сможем добраться до населенного пункта. Дальше решим. Нам надо вернуться в Невервинтер. Я держу в руках глаз. А также разобраться с глазом. Я помню, что было в записке, в которой мы нашли у тела. Да. Произношу славу неумирающим. Угу. Ты видишь, глаз загорается синеватым цветом. И нам точно надо вернуться в Невервинтер. Глаз там работал. Я одобрительно киваю. Однозначно. А что это за глаз, господа, собственно говоря? В Невервинтере такие дела происходят. Люди пропадают в центре города. Ага. Интересно. А что обещают? Это у него спрашиваете, я показываю на Селина. Селин, что там обещают-то? Что-нибудь обещают вообще, нет? Неплохо. Спасибо, работаем. Неплохая оплата, но в первую очередь я помогаю Мне не нужны деньги. Я просто помогаю, потому что сам этого хочу. А слушать на что? А лут, а хабар?
Снаряга. Я оборачиваюсь, чтобы стоять так вместе в одной плоскости с Яргусом и так одобрительно киваю. Вот как надо делать. Тогда вы мне поможете всю эту штуку сгрузить, и мы поедем, вас немножко подлечим, отдохнете, вот, а там уже двинемся в Невервинтер. Прекрасно. Отличный план. Я выхожу из пещеры. Повозка, запряжены в нее две красивые лошадки вороные, очень ухоженные. И вам, ну, по крайней мере, Яргусу нужно сейчас все ящики, которые лежали вот в той пещере, где вы очнулись, ему следует погрузить их на вот эту повозку. Собственно, чем Яргус и занимается. Пока вы все это обсуждаете, он так закатывает рукава и потихоньку начинает работать. Переносит эти все ящики, грузит. Вы видите, какие они тяжелые. Он взваливает что-то на спину. Вот. Возможно, вы пытаетесь ему как-то помочь или, по крайней мере, осмотреть, что это за грузы. По виду это, ну, скажем, как путешественникам вам мало чем могут пригодиться эти товары, поскольку это больше какое-то продовольствие для мирных жителей, инструмент для сельского хозяйства, для горняков какие-то припасы и инструменты в том числе. Ну, в таком какая-то, знаете, какие-то бытовые такие вещи, которые, очевидно, принадлежат кому-то. Вы можете рассмотреть на этих припасах герб, изображение щита и льва на нем. Ну, тут за разговорами, собственно, вы все погрузили на эту повозку. Вы усаживаетесь удобно в повозке. Яргус садится на козлы, берет в руки поводья лошадей, да, и правит, едет в Фандалин. Вы устраиваетесь на этой повозке среди этих товаров, вы находите какое-то удобное для себя положение. Вы едете какое-то время по дороге. Вы видите, что вокруг уже достаточно темно. Время ужина давно уже миновало. На землю спустились сумерки. Вы слышите, как стрекочут кузнечики в кустах, поют сверчки. Везде достаточно уже темно, я бы сказала. Вы замечаете вдалеке огонечки населенного пункта. Вы видите много одноэтажных домов, в которых горит свет. Вы постепенно приближаетесь к этому населенному пункту. Вы въезжаете в ворота. Вы видите слева и справа от себя одноэтажные кирпичные и деревянные домики. Жителей, кстати, на улице в это время суток уже нет. Очевидно, разбрелись по домам. Вы проезжаете мимо здания таверны, которое называется Стоунхилл. Это название вы можете прочитать на вывеске на этой таверне. Вы проезжаете мимо магазинчика, на котором написано «Товары Бартрена». Вы видите, как из окошка приветливо машет вам такой полноватый старичок, когда-то брюнет, но теперь он уже с проседью такой, полноватый, в подтяжках. Его лицо добродушное, он явно кого-то из вас узнал. Когда вы подъезжаете к львиному щиту, к вам выходит управляющая этого магазина. Рада с вами познакомиться, меня зовут Линнан Грейвинд. Я управляющая этого магазина. Она указывает рукой на свою лавку. Я буду благодарна, если вы все это загрузите ко мне в магазин. День был сложный, я бы выпил Грога, если у вас такое найдется.
Ну, Грога, может быть, и не найдется. Я думаю, что Грог вы можете спросить как раз в таверне Стоунхилл. Там он наверняка есть. У меня, к сожалению, только Эль остался. Но я думаю, что это не проблема. Проходите. Кстати, где вы собираетесь устроиться на ночлег? Позвольте поинтересоваться. Вот мы хотели это как раз у вас спросить, потому что, как видите, мои друзья несколько нуждаются в отдыхе. Ну, я бы рекомендовала вам восхитительное заведение. Это таверна, которая называется Стоунхилл. А сейчас проходите. Я думаю, что я добавлю к нашей награде, о которой мы говорили с вами, мистер Яргус. Ваша секира вас уже ждет. И, собственно, я думаю, что по 10 золотых каждому вам не помешает. С этими словами она достает мешочек с золотом, что-то отсчитывает, начинает делить золото, и каждому из вас достается по 10 золотых. Ну, а Яргусу обещанная секира. О, спасибо. Очень пригодится. Благодарю. Если я вам понадоблюсь, то всегда милости прошу в мою лавку, в мой магазин. Я всегда здесь. Спасибо. С этими словами она показывает вам на дверь. Вот. Вы выходите, вас встречает такой, знаете, запах свежескошенной травы. Вдалеке вы видите диск луны. Луна сегодня необычайно красива. То полнолуние, которое ты, Селин, видел какое-то время назад, оно еще не закончилось, скажем, всего... Ну, наверное, она слегка стала убывающая, да, но как бы прошло всего пара дней с тех времен, когда ты смотрел на небо, видел кроваво-красную луну. Сегодня небо на редкость яркое, звездное, спокойное. Вы идете по указанному Лином вам направлению. Вы видите перед собой небольшую таверну, она выглядит достаточно уютно. Вы заглядываете в окна, видите, что там большой камин, большая жаровня. Там очень светло, очень уютно, все сделано из дерева, очень добротно. Вы заходите внутрь. За барной стойкой вы видите такого приземистого гнома с рыжей бородой, с пышными усами. На его плече сидит маленькая мышка, которую он очень любит. Он иногда чешет ей за ушком, он что-то ей говорит, ухмыляется себе в бороду, в усы, наливает пиво посетителям. Посетителей сейчас, к слову, не так много. Когда вы вошли, он скорее даже удивился и обрадовался одновременно. Здравствуйте, дорогие гости, проходите. Чем могу быть вам полезен? Желаете пить, есть, снять комнату на ночлег? Добрый день, уважаемый. Точнее, вечер. Да, мы заглянули к вам, потому что нам порекомендовали ваше заведение, у вас уютненько. Мы бы хотели, да, попить, поесть, и, собственно говоря, потом нам нужна комната на ночлег. Собственно говоря, я буду грог и большую порцию ребер. Сию Вот, минуту присаживайтесь за столик. Сейчас все Спасибо. будет. Да. Желаете рассчитаться сейчас или записать все на ваш счет? Вы какое-то время хотите у нас здесь пожить? Мы переночуем и отчалим. Так что узнайте, что будут мои спутники. Я сегодня плачу за всех. Премного благодарен. Итак, что желают остальные? Мне, пожалуйста, небольшую порцию мяса. Будет исполнено. Мне, будьте добры, кружечку Эля и полную тарелку мяса. Какое-то время ваша еда будет готовиться, пока располагаетесь, отдохните. Желаете ли вы снять комнаты? Давайте нам лучше одну с 3 кроватями.
Да, хорошо, у нас есть такая комната. Отлично. Я говорю, что так надежнее, потому что если ночью случится какая-то херота, то мы хотя бы будем вместе при оружии, а не по отдельности. Селин, ты у себя в голове слышишь слова. Только Селин. Пока что лучше переночевать. Больше мы пока ничего делать не будем. Это мысленная передача слов. Мы можем с тобой так пообщаться, если ты захочешь что-то мне ответить. Я отвечаю тебе. Тоже только тебе. Хорошо. Вы какое-то время едите. Тоблин удаляется на кухню, вы слышите какой-то перезвон тарелок, видно, что он хлопочет, готовит для вас ваши заказы. Какое-то время спустя он вам их приносит на большом таком подносе, ставит рядом с вами, говорит: угощайтесь, милости прошу, и удаляется, уходит к себе за стойку. В лавку к нему заходит Эмиль Бартрен, тот, с которым Яргус уже был знаком. Он тепло приветствует Яргуса, пожимает ему руку и направляется к Тоблину Стоунхиллу. Он присаживается к нему за стойку, они общаются о чем-то. Однако голоса их понижены, и вы практически не можете разобрать, о чем они говорят. Я, значит, беру кусок ребер, который я ем в данный момент рукой. Вот, в другую руку беру кружку и подхожу к этим господам, которые там беседуют. Ты видишь, как они прерывают разговор, они к тебе оборачиваются. Хороший вечер, не правда ли? Говорит тебе Эмиль Бартрен. Да, прекрасный вечер, особенно когда такая прекрасная еда и выпивка. Полностью с вами согласен. Насколько успешно удалось вам вернуть товары для... Да, все прошло отлично, собственно говоря, а как иначе? У нас всегда все отлично. Очень рад за вас. Надеюсь, что она была щедра с вами и не постояла за наградой. Однако я вижу, у вас прекрасная секира. Предполагаю, что вы обзавелись как раз после того, как вы доставили ей товары. Прекрасный выбор. Я несколько месяцев заходил к ней в лавку и каждый раз любовался на это прекрасное оружие. Но, однако вы видите, что я стар, и, к сожалению, такие прекрасные вещи не для меня. Поэтому мне остается просто любоваться на это прекрасное творение. Вы знаете, мы здесь с Тоблином сейчас разговаривали, и помните, я вам рассказывал о Сильдере Холлвинтере и о том, что он снял комнату здесь, и пока вы сидели ели, я как раз рассказал Тоблину о том, что услышал от вас, о том, что Сильдер Холлвинтер погиб, и вы свидетель тому. И Да, мы как раз думаем, что же делать с его комнатой. Дело в том, что и все его вещи остались в комнате. Я не знаю о том, есть ли у него кто-то из родных, для того, чтобы их оповестить, для того, чтобы они забрали все это себе. Может быть, вы могли чем-то помочь? Да, конечно. Давайте тогда мы как раз нам надо где-то переночевать. Давайте тогда как раз поселимся в этой комнате. Вот, это будет здорово. А заодно, соответственно, посмотрим, что осталось. Возможно, мы найдем какие-то зацепки, соответственно, в тех вещах, которые остались после него. Вот, и, соответственно, сможем как-то помочь и распутать это темное дело. Ну, я думаю, что Сильдер был бы не против. Однако я знаю только вас, Яргус, и я не знаю, что это за джентльмены рядом с вами, которые вы... Могу ли я им доверять? Я думаю, да, в любом случае, не переживайте как бы за этих джентльменов.
отвечаю я, пока мы находимся здесь, поэтому все вопросы по их поведению можете адресовать ко мне. Вот. Я как-нибудь с этим разберусь. Не Рад, переживайте. рад это слышать. Дело в том, что Сильдар Холлвинтер, он заплатил за свою комнату на несколько дней вперед. И так получилось, что у меня еще от сегодняшней ночи еще на 3 дня, собственно, все оплачено. Поэтому если бы вы, скажем, заселились к нему, я думаю, он не был бы против. Однако я бы хотела, чтобы вы очень осторожно обращались с его вещами, и также я, собственно, делаю вам это предложение для того, чтобы вы могли провести расследование, и, может быть, вы в его вещах найдете какие-то подсказки, информацию о том, кто у него остался из родных, кому направить те вещи, которые там остались. Эмиль Да. вам напоминает о том, что ему очень бы хотелось выяснить, куда пропал Гандрен Роксикер, тот дварф, который, собственно, дал вам изначально задание, которое вы встретили в Невервинтере, да. Дело в том, что пропали они вдвоем. Ты обнаружил тело только Сильдера, а о судьбе Гандрена Роксикера тебе неизвестно до сих пор ничего, и Эмиль Бартрен опасается, как бы что-то не случилось с ним, не произошло что-то страшное. Однако, знаете, вы сейчас идите отдыхаете, устраиваетесь на ночлег. Я утром рекомендовала бы вам переговорить с нашим старостой, с Харбином Вестером. С этими словами Эмиль кланяется тебе, машет приветливой рукой Селину и Нахту и выходит, удаляется к себе домой. Итак, что вы намерены делать? Соответственно, мы сидим, едим, болтаем, пьем. Вот. После того, как мы закончили трапезу, я предлагаю, соответственно, пойти отдыхать, потому что у нас еще завтра много дел и много различных мероприятий. Делаю помарочку. Пока я ел, я делал это максимально элегантно. Я пытался соблюдать все правила этикета. Вы забрали ключ от комнаты Сильдера Холлвинтера. Вы заходите туда. Вы открываете дверь. Вы видите кровать, маленький стул. К ней приставлен небольшой рюкзак. Ну и, скажем, все, там больше-то особо так ничего и нет. Видно, что Сильдер, он не собирался долго засиживаться в таверне и скорее просто забросил вещи, что-то тяжелое из своего снаряжения, то, что ему явно не пригодится, и ушел. Подумать, да, ты находишь в его личных вещах, ты находишь письмо. Сильдер Холлвинтер скорее состоял в какой-то фракции, альянсе или организации, назовите это как хотите. Символом этого альянса является желтой короны с 5 зубцами, с рубинами и с красной такой тканью. Давайте бросим проверку знания истории, посмотрим, знаком ли с этой эмблемой кто-то из вас. Это у нас есть такое. Я пока Яргус занимается осматриванием вещей, я у него спрошу, а чьи это вещи? Это вещи того товарища, которого съели в пещере. Вот. Я тоже хотел полакомиться, но мастер меня запретила. У меня 14. 9. Отлично. У меня 11. Ага. Селин, ты вспоминаешь, что
о существовании некой организации под названием Альянс Лордов. Все высокопоставленные чиновники близлежащих городов-государств, в частности, ты можешь с уверенностью сказать, что лорд Неверембер входит в состав этой организации, занимает там одну из самых высоких должностей. В частности, лорды-правители Глубоководья тоже все состоят там, так же, как и лорд Неверембер. Кроме того, туда скорее... В общем, в этом альянсе состоят все те, кто призван поддерживать господство закона, власти и порядка. Из содержания письма вы понимаете, что он был послан с миссией, а именно ему нужно было найти и разыскать пропавшего агента Альянса Лордов. Этого господина Ерно послали в Фанделен несколько месяцев назад. У него была определенная миссия, он должен был здесь быть тем, кто собирает сведения, да, и направляет в свою фракцию. Однако какое-то время спустя он перестал выходить на связь, от него не было никаких вестей, и Сильдера Холлвинтера послали с заданием узнать, что же там, собственно, в чем причина, да, жив ли Ерно, что стало причиной его исчезновения. Да, вы находите 15 серебряных и 6 золотых монет. Я ведь недавно только вышел из своих скитаний в подземном мире, ну как скитаний. Короче, я хочу сконцентрироваться на своем сознании, понять, что у меня с мозгом, потому что я знаю, что там должна быть личинка. Пока эта личинка не дает никак о себе знать. Да, так у вас проходит ночь, вы отдыхаете, Яргус поднимает свой уровень до 2. Ребята, все вы восстанавливаете все свои заклинания, все свое здоровье. Вы теперь в полном порядке. Вы видите, как за окном начинается рассвет, солнце восходит уже достаточно высоко. В окошко в единственной вашей комнате пробиваются лучи дневного света, или точнее еще утреннего. До вас, до ваших носов доносится достаточно вкусный, ароматный запах завтрака, который наверняка для вас готовят хозяин этой гостиницы. Но я просыпаюсь, подтягиваюсь и, собственно говоря, делаю несколько отжиманий, чтобы прийти в сознание. Вот. А потом предлагаю ребятам спуститься, соответственно, вниз и позавтракать, и заодно обсудить дальнейший план действий. Я тоже просыпаюсь, я встаю с кровати. Я нахожу ближайшую самую уборочную. Я иду туда почистить зубы. В общем, слежу за своей гигиеной, возвращаюсь обратно и, собственно говоря, спускаюсь вместе с Аргусом. Я просыпаюсь на 2 этаже, на несколько минут, знаешь, сажусь в позу лотоса и достаю медальон свой, не медальон, а амулет. На несколько минут молюсь, спускаюсь с кровати и тоже иду вниз. Хозяин таверны подходит к вам, точно так же собирает заказы, приносит вам вашу еду. Вы наверняка сегодняшний день проведете весь в Фанделине. Должен вас предупредить, чтобы вы были осторожны. Дело в том, что время сейчас очень неспокойное. Я думаю, что вам следует переговорить с нашим старостой, он знает об этой ситуации больше, чем я. Вы не спеша направляетесь к зданию ратуши. Вы замечаете, что на улице не бывало пусто. Видите, как пожилой мужчина лет 50
приколачивает к доске объявлений очередную листовку. Он одет достаточно богато, на нем черно-синий камзол, его на груди такая массивная золотая цепь, в его руке трость. Его тучный животик подпоясан снизу пояском таким. Вот. Вообще он выглядит достаточно комично. Когда он видит, что вы подходите к нему, он произносит, что в нашем поселении гости, добро пожаловать, чем могу быть полезен? День добрый. Нас сюда занесло попутным ветром, и пока мы тут останавливались в гостинице, чтобы установить силы, нам сказали, что у вас тут какие-то проблемы с бандитами, и сказали, что с вами можно поговорить по этому поводу. Тише. Не здесь, не здесь. Я прошу вас, давайте пройдем в помещение, пойдемте в здание ратуши, и сейчас мы с вами обо всем поговорим. Здесь лучше ничего такого. Это не разговор, который нужно вести на улице. Прошу вас, проходите. Он практически заталкивает вас в это здание ратуши. Оно камень и дерево перемешанные. Вы видите на стенах какие-то гобелены в той же самой цветовой гамме, что и у него костюм. Дело в том, что нас терроризируют бандиты. Я бы не стал об этом так сильно распространяться на улице, поскольку я очень опасаюсь расправы от этих людей. Это очень страшные люди. Дело в том, что наш резчик по дереву пропала вся его семья. Впрочем, он всего лишь сказал, что он не будет платить им за крышу и чтобы они убирались из Фандолина. Он вел с ними себя достаточно дерзко и поплатился за это. Я не хотел бы повторять его судьбу до тех пор, пока не буду уверен, что правда и закон будут на моей стороне, и я действительно могу быть сильнее и доказать свою правоту, и при этом остаться в живых без последствий. Вы выглядите как люди, которые могут помочь мне решить наши проблемы, однако, как вы можете судить по обилию листовок на нашей доске с объявлениями, у нас достаточно много проблем, и наше поселение вообще постигло в последнее время очень много различных бед. Однако